Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в Modern Warships. И, наконец-то, в ранговый магазин насыпали чего-то интересного. И это интересное, это фрегат СПС Smart 4000. Он у вас перед глазами, и, соответственно, сегодня он у нас в гостях. Ну что ж, давайте рассматривать. Начнем с ТТХ. Прочность 409,5 тысяч. Мало, но он фрегат. Скорость 34,1 на бумаге, 32 по прямой в реальности. На поворотах, если вы войдете в циркуляцию и не будете из нее выходить, то может скинуть до 28. Маневренность 10, очень быстро разгоняется, очень быстро останавливается, быстро врубает задний ход. Хорошо поворачивается вправо, хорошо поворачивается во вторую сторону. Забыл, как она называется. Заметность воздуха 4,5, заметность поверхности 3,86, заметность глубины 3,20, малозаметность 6, что как бы интересно. Штраф при движении 6, разведданные 5. Расходники. Набор для ремонта. Ловушки для ракет, резерв боеприпасов. И у него два активных расходника. Это рэб и дымы. То есть можно ныкнуться в дымы, и в тот же момент можно воспользоваться рэбом, что как бы уникальная, наверное, сейчас штука. Я не знаю, есть еще у кого-нибудь два расходника? Я вот не припомню таких ребят. Ну что, переходим к вооружению. Ракеты 2+1. Слоты у него 2 слота, один двойной, один одинарный. Пушка своя Ото Мелара. Какая-то Мелара была на втором тире, я помню. Она вроде как была неплохой. Здесь у нас рельсотрон. 28 тысяч. Два выстрела за атаку. Соответственно, это будет где-то 57, наверное, тысяч. При перезарядке 7,7. Неплохо, но есть, конечно, пушки, которые выдают больше. Смарт Лаунчер. Гранатомет. 11 тысяч урона, скорострельность 3 перезарядка. В общем, циферки вы видите, но смысл в чем? Смысл в том, что он напоминает FQF. То есть бьет он медленно, но больно. Бьет по подводным, надводным, ему вообще плевать. Вертолет 1. МПЛС СМ-4. Вот это интересная штуковина. Это автопушка, которая шарашит по подводным целям. То есть, по сути, она плюется небольшими торпедками, которые атакуют все подводные цели. Торпеды, подлодки, там все вот это вот. Далее. ПВО. CDL МСТС. Храни его Господь. Проект прям мощного лазера. В общем, лазерные ПВОшки, которые как бы на дистанции в 3 километра, небольшая дистанция, что-то там реально сбивают. Но, как бы сказать, давайте сейчас досмотрим ПВО. У нас есть еще Симбад РС в количестве аж целых самых 3. Урон, скорость, это вот вы все видите, дальность 4,55. Да? То есть ПВО у него все залоченное. И оно работает по такому принципу, что какие-то 2 ракеты, 1 ракету, летящие в корабль, они способны сбить. Да, они работают на небольшой дальности, но против какого-то массированного удара, например, если буревестник харкнет в этого 400-го полным залпом москитов, то ПВО не справится. Да? С одной стороны. С другой стороны, развести кораблик 2 ракетками тоже не получится, потому что ПВО их срежет. Их можно игнорировать. То есть такое решение, ну, как бы и тудема, и сюдема. Но вот от авиации, конечно, кораблик не защищен от слова вообще, поэтому у меня стоят HQ-шки 26-е, да, то есть у меня как бы дополнение к этому ПВО идет, которое такое получилось, ну, как бы сказать, оно защищает, но защищает от определенных каких-то моментов, да, то есть оно защищает от развода. Оно может защитить от наводимых по лазеру ракет, да, потому что их мало там летит, допустим, 2 штуки их летит.
может срезать. Да, может быть, одну срежет, уменьшит урон. То есть оно как бы работает, но не от всего защищает. Да, если по вам, допустим, долбанули там пачкой ракет, и вы на Кронштадте, да, то как бы при всем том, что Кронштадт все еще кораблик, ну, такой себе, но ПВО у него действительно достойное. И он срезает эти ракеты, вы можете там не особо заморачиваться. Здесь же, ну, так не получится. Здесь вас развести тяжело, но бахнуть залпом по вам вот против москитов, против какого-нибудь корабля, у которого там пачка москитов стоит, вам будет тяжело. Потому что он просто пачку бросит в вас, вы ее снимете ловушками, потому что ваши ПВО не справятся. И вторая пачка вам залетит, потому как у вас не успеют эти ловушки откатиться. Вот, так что самолетов он боится, массированных ракетных ударов он боится. Но вот развести его как бы тяжело, потому что ПВО внезапно в этот момент начинает работать. Вот такие вот у него характеристики. Теперь давайте пойдем посмотрим, соответственно, бои, а потом подведем итоги. Что это за корабль, что с ним делать, как и почему. Поехали. Так. Для начала надо куда-то ныкнуться. Благо скорость позволяет. Здесь все будут ныкаться, а я что, самый умный, что ли? Нет. В смысле, да. В смысле, нет. В смысле, встаньте. Так. Здесь можно осмотреться. Итак, у них есть летун. Тихо. Так, у них есть такой же. У них есть этот самый. У них есть подлодная водка. Бараку. Что? Это же второй тир. Ну ладно. Чингунг. Еще. Чего? А, у них 2 смарта? И у нас 2. Все на смартах. Ну, ладно. Пусть будет. У нас, кстати, -1. Наши красавчики уже топнут. Че не топнуть-то? Нет, право. Так, ну а что происходит-то вообще? Что творится-то, а? Вот они в укрытиях, этот выходит на открытку, и привет. Этот тоже дурак куда-то полез. Куда ты полез, чувак? Сидел бы за островом. Там вообще за островом сидеть. Тихо, чувак. Ну давай, мы двое, он один. Погнали к нему в гости. Я так думаю, мы же быстрые. Там что-то отстреливает, смотри-ка. Где он? Вот он. Вот он. Делай минус. Оп. Тут. Противоторпедная система, огонь! Несемся как угорелые. Вспоминаем, как на буревестнике я играл и... Вспоминаем игру на буревестнике и несемся как оглашенные. Эй, не успел. Ах ты, черт, плохая система противоторпедная, вообще хлам говна. Тун. И минус. Хорош. Оп. Хреново. Пока хреново. Эй! Вроде урона нет. Свои, что ли, отстрелялись? Так, по 2. По 2 это как бы неинтересно. Хотелось бы, чтобы у них было вообще минус корабли все, а мы чтобы были... Привет! Нет. Отстань от меня. Да, победа еще одна. 2 победы я одержал, я молодец. А у них еще барракуда. А что мне с барракудой делать? Из этой самой, из автопушки ее забороть. А кто у них там еще? А, у них еще этот еще живой. Господи. Он сейчас нагадит нам. Дарева! Чувак, ты зачем сюда пришел вообще? Ты бы шел бы отсюда, честное слово.
А раньше надо было. Ладно, у меня есть гранатометы еще. Притоп! Держи его! Блин, ну я его не удержу. У меня 30 узлов, у него 56. Или сколько там, 7. Ну что, ничего не понял, но очень интересно. Первый бой, как ни крутись, играл как на этом, на буревестнике. Куда-то понесся и куда-то пострелял, и все умерли. А потом жили долго и счастливо. Вот как-то так. Ничего больше сам не понял. Ну что можно сказать? Быстрый, урон, неотражаемого урона хватает у него. Пушка, граники очень неплохо работают. То есть, ну, вливает урон, быстро носится. Что еще от корабля-то надо? По крайней мере, от фрегата что еще надо? Что от него еще просить-то больше? Ничего. Теперь понятно, почему их столько. Он действительно умеет. Ну, Барракуда это, конечно, 39-й. Блин, 16-й я бы еще понял. Вот 39-й на Барракуде. Нет, может, конечно, человек возомнил, что он там как бы гений игры, и он может на втором тире воскарать третий. Он ошибся. В таком случае он ошибся. У нас вот легенда, еще и пресс. Прям какой-то мега мощный. Вот пресс, прям какой-то человек, прям очень, видимо, известный. Может, это Алекс Шикака? Ник поменял и спрятался. Я не знаю. Ну, вот такой бой, как бы, ни тактики, ни схемы, ничего. Просто несся вперед и всех валил. И это сработало. Странно, но факт. Курятники. Курятник это враг. Это враг. Он нас прям побьет. Гнам 83-х 2 басисты. Басисты это плохо. Басисты он бьет всех. В том числе и курятников. Так, ну что там у нас? А можно вряжеского курятника увидеть? Наш курятник какой-то пассивный. В хорошем смысле слова. Почему я не могу пальнуть по самолетам? Так, пойдемте с этим товарищем. Нас двое, там он один. Мы можем этого одного просто пойти забодать. Не выходя, конечно, на этих. Ну а как это сделать? Так этого точно не сделать. Господи, прости, у нас двое да, нас двое. Да хватит, что ты делаешь? Толик, успокойся. Или как тебя там звать, я не знаю, но ты в любом случае не прав. Погнали! Врываемся на него и топим быстро. Делаем +1 у нас. -1 у них. Все, погнали. Эй! Я нашел курятника, кажется. Изуму, это же курятник, да? Ой, пушка, не... Пушка, ты, блин, вообще ни о чем. О, он поехал. Поехали вдвоем, забодаем его. Давай, мы же справимся. Я еще вертолет могу поднять. Зачем-то. Мы же сможем, давай. Самолет уничтожен. Отлично. Все, погнали дальше. Погнали, их уже мало, а нас уже много, и мы просто их сейчас будем пинать ногами по лицу. Заходим в тыл. Заходим в тыл. Наш держится, но он держится один против толпы. А, его кроет. Вот нет, они курятника нашего развотлали. Ну ладно, курятник за курятник, так сказать. Врываемся. Врываемся. Уже успеваем, да? И эти... А куда врываемся-то? Где они вообще? Все поныкались куда-то. Бум! С плэшом зарядил. Вот почему классные ракеты HQ-шки. Когда они попадают, они прям с плэшом бьют все и всех. И достается всем на орехи. Рыв! Тут ищ! -1. Еще врыв. Вот. Место в команде 2.
Ну ладно, а у кого один? А, тот, который держался там. Нет, тот, который со мной рядом плавал. Он 1 200 000 успел настучать. А где? Поранился, небось. Признавайся. Ну ладно. Ну, тут все просто. Сначала подловили одного, завалили, потом тупо зашли в тыл и развалили курятника и зашли в тыл оставшимся. Просто как веник. Тактика простая, все просто, быстро, но эффективно. Работает. Скорость здесь работает. У него сочетание скорости с высокой огневой мощью, соответственно, 2 корабля там, ну, я не знаю, вот с такими отрядами, вот после этого боя возникает вопрос, а что делать с отрядами таких кораблей, которые будут играть вот примерно так же? Причем они-то будут играть более скоординированно. Это мы так еще там кто куда, кто зачем. Кто в магазин, кто за пивом. А они-то будут четко идти вот целенаправленно. Как с такими бороться, я не очень понимаю. Кстати, у нас был еще и третий. Видимо, это именно тот, который отбивался, пока мы вдвоем там всех пинали вот с этим вот. Вот так это выглядело. А у них, кстати, ни одного не было. Они что-то как-то... Консервативные они. Нового не хотят использовать, видимо. Но вот вопрос возникает, а что делать с отрядом таких? Да, вопрос возникает. Так. У нас Дмитрий Донской, а у них Миссури. Ну, они достойны друг друга. Донской среди подлодок такой же, как Миссури среди линкоров. Не понял. А почему он здесь как этот самый, как фрегат, а на миникарте он как эсминец отмечается? А, держи. Блин, ну, стоять здесь, конечно, это то еще удовольствие. Это надо двигаться куда-то, что-то делать. Че, иди нафиг. А куда двигаться, непонятно. Вот куда двигаться тут? Ватлай его из пушек, ватлай! Он живой, у них нет фрагов, глупый ты пингвин! Ватлай его, что ты смотришь? Конец. Поехали к второму. Пробуем до второго доехать. Воу! Во, работай! Не спи. Так, попробуем тогда этого бодать, да? Нет? Эй. Эх ты ж, зараза, убежал! Убежал! Нечестно. Ладно, поехали тогда сюда, этому побьем лицо, что. Что-то надо делать, как бы, на таком корабле не стоится на месте. Хочется куда-то лезть, что-то делать. Так, их поджимают, значит, они не будут мешать. А если я него прям так выскочу, прям выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. Его иные. Держи. Светанул, гада. Ой, вернись, я с тобой не закончил. Закончил. Пиу. Вот как тут? NPC? Бот, что ли? Фанат ботов. Поехали. Давим. Здорово! Эх, я ракетами по меня откидался. Ну, зато хорошо зашло из граников, из пушек. 70 с чем-то зашло. Хилимся, потому что сейчас на линкор выходить. А, линкор нет. На линкор мы не выходить. Линкор того. Чичигагакнулся. Переходим на пушку. Будем из пушки выходить и бахать в него просто. Бабахать. Прям вот так вот. Тыщ. Оп. Ну что, поиграем за косплеем буревестника? Тыщ. Косплей буревестника удался. Все, допинывайте его. Допинывайте его. Где команда? Аю! Повернись, камера. Команда где? А, она отстала.
Ну ладно, блин, я чуть со стула не свалился от восторга. Ё-моё. Давайте, допинайте его. О, все, кирдык там. Одного он не должен тянуть здесь никак. Сплей буревестника, конечно, может быть, был лишним. Я бы и так справлялся по урону, но он бы меня и так утопил. Но я бы мог его еще продамажить. Так что, наверное, все-таки ставим тараны для буревестника. Ну его нафиг. Ну вот опять смарты идут. Ну, посмотрите на это, ну серьезно, ну вот идут смарты, вон даже тупоголовый смарт, который косплеит буревестника. Блин, идут просто сносят все. Миссури бедолага, я просто ему сочувствую. Я ему даже лайк поставил. Да, просто, что он сделает? Вот, блин, хрень пролетела где-то, хренак за остров, и давай срать на него ракетами. А что он сделает в ответ? Ну, конечно, он и так... Он тот, кто он есть, как бы, да, не лучше. Он чисто для вот сопровождения где-то, может быть, но все равно другие-то что будут делать? Зумвель там весь из себя. Когда-то это же, блин, имба корабль крутой весь. Ну и что он сделает с вот этим вот смартом сейчас? Ну, я вышел просто на него в открытую, выхожу, ему бам-бум-бам. И он уже все, ему уже хреново. Блин. Не перестарались ли разработчики? И опять же, это не отряд. Это не отряд, он каждый сам по себе. Каждый сам по себе. А представьте себе, что будут делать отряды из этих смартов. И это их еще в рангах нет. Там-то в рангах ад, наверное, кромешный. Кстати, у нас Донской отличился вообще. Да. Ну, у них тоже 0.5.4Б куда-то вылез, стал в дымы. Надеюсь, что это ему поможет. Не понимаю, что целая куча есть и пушек, и граников у команды противника. Посмотрите, ну, пушки, граники, пушки, граники. Две пушки, граники. Две пушки. Ну, вот эти четверо его расстреливали бы в дымах просто. Ну, дымы здесь не работают против вот этих четверых. Вот против этого он только работает, но с этим-то бы и без дымов, я думаю, справился. Вот, как-то так. Но все как-то это пугательно. 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 Да. Итак, вы все видели своими глазами. И, в принципе, большую часть выводов я уже сделал непосредственно в боях, но как бы соберем это все в кучу. Итак, корабль удобный в плане своих ходовых качеств. Он очень быстро набирает, он может занимать позиции, какие ему надо, и там, и сяма. Он может агрессивно куда-то выдвигаться быстро. В тот же момент он маневреннее, нежели тот же буревестник, хоть он его и медленнее, но он маневреннее. То есть на картах, где нужно между островками что-то там бегать, там он будет поигрывать у него. Далее, в плане вооружения у него нехилое количество неотводимого урона в виде пушки и гранатометов. Плюс у него имеются 3 ракеты. Ну, в моем случае это HQ-шки, да, то есть это как бы... Как я уже и говорил, это дополнение к ПВО, потому что самолетов эта штуковина боится. Самолеты ее будут бить, это без вопросов. Так что либо вы быстро выпилите курятника, либо курятник выпилит вас. Здесь уже как бы третьего не дано. Далее. Кораблик способен, да, то есть если мы говорим о его огневой мощи, то кораблик способен вносить нехилое количество урона. Да? То есть у него есть свой урон неотводимый, плюс 3 ракеты вы еще можете поставить, те же москиты можете воткнуть или еще что там по вкусу. Но здесь желательно что-то спамовое. Потому что перезарядки, что здесь 7,7, что здесь 5,6, да, то есть заряжаетесь вы довольно долго, но в тот же момент вы даете больно, поэтому вам нужно чем-то заткнуть дыру, пока вы перезаряжаетесь, и дыру можно заткнуть чем-то таким вот, типа тех же HQ-шек 26-х. В совокупности кораблик очень быстрый, очень агрессивный и как бы является, ну, на данный момент он является имбой, по сути.
Причем он имба не в плане того, что я поплыл, всех убил, потому как у него мало хп, его самого можно сложить там и так далее. А в плане того, что он очень быстро реагирует на изменения обстановки в бою. В одном из боев вы видели, как один из противников откололся, и мы быстро вдвоем на 2 смартах метнулись туда. Мы даже не отрядом были. Мы просто метнулись туда и быстро его забрали. И сразу же мы получили преимущество в 1 корабль. Тут же мы нашли вражеский курятник и его забрали. То есть очень быстро он может находить точку, в которую можно ударить. И он способен в эту точку больно ударить. То есть это опасный корабль. Но он не имба в плане вот как Мусаши Аегис, который просто плывет там и ничего не понимает. Там, кто-то выскочил из угла, что там, кто там вылез, там, жамкнул на там, все кнопки, бабах минус там. Пофигу, кто там вылез. Жамкнул свои 3 кнопки там, или сколько у него там, по пушкам, не отпуская ЛКМ, и все, и минус. Плывет дальше. Еще кто-то вылез, опять минус, плывет дальше. Этот так не может. Но этот может выигрывать бои именно за счет вот таких вот скоростных проходов куда-то и высекания кого-то где-то. Что бы это все не значило, да? То есть нашел, куда ударить, быстро туда приплыл и ударил. И как я уже говорил, меня больше всего сейчас вот волнуют отряды на таких кораблях. То есть отряд таких кораблей, блин, это вот сейчас это может быть очень серьезной проблемой. Я всегда приводил пример с Ревиджай, еще раз ее приведу в пример. Когда она появилась, она тоже имбовала там и так далее. Но прошло какое-то время, к ней привыкли. В игре появились там новые пушки, какие-то новые ракеты. И Сревиджая просела. Да? Она перестала быть имбой. Она уже имбой не является. Ее никто не боится. Она не перестала быть хорошим кораблем. Это действительно хороший корабль. Сегодня он действительно способен делать вещи. Но он уже не имба. Его уже не боятся. Если игрок на Сревиджае что-то сделать неправильно, его снесут легко, без проблем. И вот если с этим кораблем будет то же самое, ну тогда хорошо. Тогда это будет просто хороший корабль, который, ну, будет требователен скорее к мозгам, чем к рукам, потому что, как я уже говорил, нужно найти точку и в эту точку ударить. Это лучшее, что он может. Если же нет, если он так и останется таким, какой он сейчас, то отряды из таких кораблей будут просто рвать вообще все, что движется. Им плевать, кто там перед ними, даже если там Мусаши, не Мусаши. Им чхать. Они из-за острова выкатились, они его не видят, он их видит, наоборот. Он их не видит, они его видят. Там выкатились из-за острова, пульнули по нему, спрятались, выкатились, пульнули, спрятались, выкатились, пульнули, раздамажили, потом выскочили там, даже если в размен, они его все равно заберут. То есть, ну, это вот корабли, которые в отряде смогут забирать бои практически там подряд. Вот так я сейчас вижу этот кораблик. Это очень удобный кораблик. На нем очень удобно играть. Но, как бы, что будет дальше, посмотрим. Посмотрим. Возможно, к нему привыкнут. И тогда его постигнет судьба и того же Зевса, и той же Сревиджаи, которые, когда появились, были имбами, а потом что-то как-то вот уже того. Зевс сейчас он вообще... Меня больше пугает Зевс в союзной команде, например, чем во вражеской. Как-то вот так я воспринимаю данный кораблик. Слава богу, его пока нет в рангах, потому что в этих рангах эти отряды этих кораблей просто... Они бы просто сжирали бы нервы вообще вагонами у всех. Так что слава богу, что его там нет. Вот такие вот пироги. Что сами думаете по кораблику, пишите в комментариях. У меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канал, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.